Любите бросать кубики, кубасики, кубулечки? Тогда смотрите до конца. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня Panda Royale, и это игра про бросание кубиков. Кому-то она может напомнить Roll and Ride, но по-настоящему эта игра реально прям про кубики, и про то, как вы эти кубики считаете. Про то, как вы эти кубики воруете, про то, как вы этими кубиками пользуетесь, и про то, какие кубики вы собираете. Ну и элемент Ride, то есть вот это описание, конечно, здесь тоже небольшой есть. В этой игре каждый игрок начнет всего лишь с одним кубиком, но в итоге дойдет до десятка и будет бросать такую прям горсть кубов разнообразных, они разных граней, разных цветов, и в итоге могут дать вам абсолютно разный номинал. Вы все это будете бросать, использовать для того, чтобы получить как можно больше победных очков в ходе игры. И, конечно же, как любая игра, в которой все зависит от кубиков, а здесь максимально все зависит от кубиков, она склонна к случайности и вероятности. Но вот от того, насколько госпожу удачу вы сможете склонить на свою сторону, зависит ваша победа. Но не только от этого. Вам нужно будет все-таки думать и хитрить. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Panda Royale. Итак, изначально у каждого игрока будет всего лишь один кубичек. И каждый игрок в начале раунда бросит его, и тот, у кого выпало больше, давайте вот так вот сделаем, тот получит себе жетон панды. И даже в первом раунде это будет влиять. Вы дальше просто записываете себе вот сюда вот желтые кубы в желтую графу. То есть в первую строчку я запишу себе 6, тот игрок запишет себе 5, этот игрок запишет себе 3, этот игрок запишет себе 4. Те игроки, у которых меньше всего выпало, получат себе бонусом кубики неудачников. То есть в данном случае вот этот вот и вот этот вот. А дальше начнется интересное. Здесь целый мешок кубов, и мы вытащим из него на один кубик больше, чем игроков. То есть в данном случае 5. Вот у нас 5 кубиков. И каждый игрок разберет, начиная с первого, вот с того, с которого панда, по одному кубику. И выборы у вас будут очень разные. И для того, чтобы понять, как все это работает, мне нужно показать вам все цвета кубиков. Итак, у нас прямо здесь есть памятка о том, как какие кубы считаются. Потому что в последующих ходах вы будете бросать уже несколько кубиков и записывать их очки все. Но каждый цвет считается немножко по-разному. Мы берем желтый, и желтый всегда будет давать вам сумму желтых кубов. И это не единственный кубик желтый, который здесь есть. Вы из мешка сможете рано или поздно получить дополнительные желтые кубы. И игроки будут бросать в начале раунда эти кубы вместе со всеми остальными. И тот, у кого сумма желтых больше, тот получит себе жетон первого игрока. И будет, соответственно, в плюсике небольшом. Дальше идут фиолетовые кубы. Они бывают 12-гранные и бывают 8-гранные. И эти кубики всегда дают множитель на 2. То есть, если я выбросил бы вот так, у меня была бы сумма 13, я умножил бы ее на 2 и получил бы себе 26 очков. Записал бы себе мощные 26 очков за эти кубики. Следующие идут голубенькие кубы, но они не простые. Есть голубые кубы обычные, и есть такой вот с блесточками. С блесточками кубик волшебный, и он будет помогать, потому что фактически вот так вот эти кубики дают только свою сумму. Но если у вас есть хотя бы один кубик с блесточками, вы будете умножать эту сумму на 2. В данном случае 6 плюс 2 плюс 3 это 11, на 2 22. И вы записали себе 22 очка, а если выбросили побольше, было бы еще больше. Фиолетовые, голубые разобрали. Красные кубы. Красные кубы бывают 6-гранные и 8-гранные. Вы бросаете их также. И здесь важно, сколько у вас этих кубиков. И на этих кубиках тоже все есть хитро. На них есть белые грани, а есть грани с черными циферками. И черные циферки обычно маленькие, а белые грани большие. Но вы суммируете все белые, вычитаете из них все черные. И можете даже уйти в минус теоретически. То есть, например, сделав вот так вот, вы получите себе минус 6 очков. При этом вся ваша сумма, будь она положительная или отрицательная, умножается на количество ваших красных кубов. И в данном случае это было бы минус 18 очков, то есть достаточно много. На этом можно построить свою тактику, так же, как и на любых других кубах, но об этом немножко позже. Красными кубами разобрались. Зеленые кубы, они бывают только 20-гранные, и, как всегда, единичка. Вот я в этой игре так и бросаю всегда 20-гранные кубики. Вот мне всегда падает один. Сумма всех ваших зеленых кубов записывается вам туда. И, конечно же, это может быть единичка, как у меня, но может быть и мощная двадцаточка всего лишь за один кубик. Офигеть, очень много, да? То есть представьте себе, что вам надо было на 3 кубах голубых собираете двадцаточку или на одном зелененьком. Розовые кубы, вот эти вот, которые кубы неудачников, всегда просто дают вам это число, и это небольшая, скажем так, компенсация тому, кто в предыдущий ход набрал меньше всего. А белые кубы, они специфические. Для победных очков они дают вам только то, что написано на их гранях, и сумма белых кубов ваших запишется вам в планшете. Но они самые хитрые и самые жесткие и самые злые кубики в игре по-настоящему. Потому что работают они следующим образом. После того, как вы суммировали все свои кубики, все игроки сюда все записали, начиная с игрока, который сидит слева от обладателя жетона панды,
те игроки, у которых есть белый кубик, могут взять его и поменять на любой другой кубик у другого игрока, кроме розового. Ну, то есть, например, смотрите, у этого игрока лишь 20-очка, у меня здесь беленький кубик, и я говорю, что типа, товарищ, это тебе, а это мне. Или, например, я могу таким образом отобрать у кого-то красный кубик, чтобы увеличить количество красных кубов. Или, например, у кого-то забрать вот этот вот замечательный кубик с блесками внутри голубой, для того, чтобы мои голубые кубы давали мне множители. Или просто взять дорогой фиолетовый кубик себе. И так далее. И это происходит все в каждом раунде. После того, как кубиками поменялись, мы забираем все свои кубы в руку обратно. Во втором раунде их будет 2, а у кого-то 3, кто получился розовый кубик. В третьем раунде их будет 3, 4 и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, мы играем 10 раундов, отбирая друг у друга кубы и строя комбинации на своих кубах. В итоге у вас будет достаточно большой пул кубов, которые вы будете бросать. И в зависимости от того, что у вас там выпадает, вы будете получать разные результаты. Давайте, например, попробуем. Вот если бы у меня было бы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кубов. Допустим, это был последний раунд. Я взял бы их вот так вот все себе и бросил бы. И так делает каждый игрок. Вот с большой вероятностью я был первым игроком, если ни у одного другого игрока не было бы шестерки или не было бы дополнительных кубов. А дальше мы начали бы считать. Фиолетовые кубики. Единичка умножилась бы на 2 и получил бы 2. Далее голубые. У меня 5 плюс 4 плюс 2. Это 11 на 2, потому что есть с блесками кубик. Это 22. Еще один фиолетовый, кстати, еще 16 очков. Прям много выбросил здесь на нем хорошо. И вот на этих кубах у меня была мощная комбинация. Из 14 плюс 5, 9 умножить на 3. Это было бы 27 мощных очков. Плюс одно за беленький. И еще в конце хода я поменял бы его, например, на какой-нибудь 20-гранный кубик. И в следующий ход у меня был бы еще круче все. И на драфте я бы набрал. Но это последний ход, 10-й, как бы так не получилось бы ничего. Но в целом было бы круто. Игра, вот она вся. И это оказывается очень просто, но по-настоящему действительно очень азартно. Потому что игроки начинают драться за вот эти кубики. Игроки начинают драться за фиолетовый кубик, потому что они дают много. За 20-граннички тоже начинают драться. А еще начинает в какой-то момент один из игроков докапливать красные кубики, и вы понимаете, что опа, и фигак, у него там 90 очков только на красных кубах. А то в следующий ход у него минус 30 на тех же самых красных кубах. И игра постоянно дает вам какой-то азарт, и вы следите за другими игроками, что они делают, что они получают, у кого красть кубики. То есть, например, какой-то игрок собрал себе такую классную комбинацию на синих кубах, у него с них идет удвоение и так далее, а этот игрок взял, ему беленький поменял на вот этот вот, и здесь уже человек без удвоения. А потом себе этот товарищ пытается взять голубой кубик в следующий раунд и так далее. А этот возьмет себе, например, у другого красный, у него станет умножение на 4 за красные. Но это кубики удачи или неудачи, в зависимости от того, что на них выпадет. А мы видели разные результаты на них. Действительно, когда у нас человек на 7 кубах выбросил все черные значения, было очень смешно. И этим игра не ограничивается, у нее есть еще маленькие дополнения. Такие дополнения, как вы понимаете, выглядят в ней как кубики. И это еще 3 типа кубов. Есть кубики такие вот разноцветные. И эти кубики могут вам вставать в любой цвет, который вам нужно в тот момент или другой. Есть кубики черные, которые вы вставляете сначала гранями, и они не бросаются с другими, они дают вам перебросы по количеству, соответственно, граней. А есть еще кубики розовые, это сотые кубики, и они даются тем, кто умудрился заполнить целый ряд за один раунд. Но это такие уже маленькие модули, в игру, в принципе, можно играть и без этого. При этом в игру играть могут одновременно до 10 игроков. В игре 10 начальных желтеньких кубов, в игре 10 карандашей и планшетиков хватит, в принципе, на всех с запасом. Ну и можно распечатать, если нужно будет дополнительно. Игра простая, азартная и очень быстрая. И если у меня, например, в первой партии очень сильно подгорало от того, что у меня выпадают одни единички на 20-граничках, оказалось, что, в принципе, я достаточно неплохо справлялся с тем, что у нас происходит в игре, и с небольшим перевесом победил. А счет там бывает по 300-400 очков, и если вы очень хорошо играете, то может быть даже и больше. Так что если вы любите бросать кубы, если вы любите просчет и любите агрессивные взаимодействия, где у вас могут украсть кубик, который вам очень нужен, но вы же получаете белый в ответ, и значит в следующий ход сможете украсть у кого-то другого, то эта игра вам понравится, играется быстро, молниеносно, азартно и весело. И это все на сегодня, что я вам хотел сказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Не забудьте поставить пальчик вверх под этим видео. И это все. Пока.